В то время, в конце десятых, в десятые годы, в России был такой музей современного искусства «Гараж». Он имел большое влияние, принадлежал одному из друзей Путина, если помните такого, Роману Абрамовичу. Это был такой русский миллиардер. И это был московский музей, но в какой-то момент они решили экспансироваться в Петербург и реконструировали остров Новая Голландия, запустив процесс джентрификации района Коломна, в котором находится остров. Резко подорожала недвижимость в районе Коломна, и городские власти как-то в тот же момент решили проверить, не по ошибке ли они включили дома напротив в список памятников архитектуры. Оказалось, что по ошибке. И вот здание НИИ фарфора и керамики, в котором находилось 4413, исключили из перечня памятников архитектуры. Это значило в тот момент, что здание можно было снести, оставив от него только фасад. Вот этот самый Роман Абрамович выкупил это здание с тем, чтобы снести его и построить на его месте отель. Но пока здание не сносилось, пока были какие-то юридические сложности, какие-то организационные моменты, мы имели возможность снимать там помещение очень дешево. Нам, можно сказать, случайно стало известно об этом месте. Мы арендовали его и полностью перестроили, чтобы сделать здесь пространство для коммуникации людей из разных сред, из разных сообществ, чтобы эта площадка стала таким местом пересечения идей, мнений, разных практик. Это полностью общественное пространство, а у жителей есть маленькие каморки, которые мне напоминают худшие рассказы о том, как живут обычные японцы. У японцев же мало земли тогда было, и они строили дома, в котором были очень маленькие клетушки, комнатушки, и иногда это был просто пенал, чтобы спать. Человек снимал себе пенальчик. И вот там тоже были такие пенальчики, может быть, чуть побольше. А все остальное было общим. Большой стол, барная стойка, библиотека. Они все это строили сами. Да, я помню о том, что там было очень здорово. Я когда туда пришла первый раз, так как-то почувствовала какое-то там ощущение большого количества единомышленников рядом. Ваню, Аню, Марию я очень хорошо тогда знал. Мы постоянно встречались, обсуждали какие-то политические вопросы, вопросы искусства. Практически каждый день, да, встречались, обменивались информацией. Помню их, прекрасно помню. Ваня еще анекдоты рассказывал, да. Отличные анекдоты. Я помню советский анекдот про то, как в Эстонии, я не помню, какая-то гостиница, построенная в 70-е, архитекторы изобрели, строители, новое слово в строительстве — микробетон. Это бетон, который стоит на 70% из микрофонов и на 30% из бетона. Ага. И в течение нескольких месяцев мы готовили это пространство, строили его таким, чтобы можно было в нем одновременно жить и производить какие-то события, дискуссии, концерты. Потом постепенно пространство стало обрастать другими инициативами, например, библиотекой, уголком для татуировки, уголком для шитья, для изготовления керамики и другими открытыми мастерскими. И таким образом сообщество, которое каким-то образом было заинтересовано в этом пространстве, становилось больше, и, в общем, постепенно мы расширяли круг.
Да, мы потом еще, конечно, там выступали несколько раз. Это такой safe space, в котором не боишься облажаться, что-то сделать неправильно. И поэтому там всегда все получалось идеально. Тогда, конечно, было очень трудно. У нас было мало свободного времени, тогда не было двухчасового рабочего дня, не обязательного. Тогда был обязательный рабочий день. Впрочем, для тех, у кого была работа, у нас не было работы. Это значило, что все свободное время, все свое время мы уделяли каким-то проектам вроде студии. Это было, ну, это действительно было тяжело. Я думаю, что современная молодежь могла бы поучиться. Современной молодежи было бы полезно иногда попробовать побывать в таких лагерях 2019 года. Так, в будущем таких речей не должно быть.